Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! С вами снова я, Милена, и сегодня я буду рассказывать о том, как же происходил переезд. Так что запасайтесь чайком, кофейком. И я в том месте, где ни одного напитка не продается. Офигеть! Ну что, готовы узнать, какие же у меня были мистические проблемки с переездом? Тогда поехали! Ну, начнем с того, что переезд у нас тоже не прошел без проблем. У нас, как обычно, происходит всякая всячина в этот момент. И как бы это было, конечно, возможно, замешано с тем, что все-таки происходит разборка по Кон-Мари. И нам, естественно, возможно, не дали въехать в определенные места, потому что это, ну, как бы, в общем-то, не наше. И мы долго, на самом деле, это все искали. Мы почти полпусана объездили, даже хотели пойти на определенные штуки-дрюки, но решили отказаться от этого и избрать некий вариант а-ля «мы экономим». Но я не знаю, насколько сильно мы экономим, с учетом того, что начало происходить после переезда. А так как переезд происходил по большей части нашими же силами, то есть мы попросили знакомых, основную часть мы сами перетащили, потому что переезд произошел внутри одного и того же здания, поэтому мы буквально где-то за неделю это все сделали, и я фактически 3 дня мыла эту новую квартиру, потому что там воняло табаком, там просто было дофига грязно, при этом все, что ты заходишь и вроде не видишь этой грязи. Но когда ты в 3-й раз уже моешь пол, а там все еще черная тряпка, или протираешь полки, а там все еще какой-то просто серый налет, это, ну, товарищи, это просто бздын. И ты понимаешь, что надо с этим что-то делать, и по идее это темная, как бы, комната такая получается, у нас такое получилось, мы переехали из однокомнатной еще в однокомнатную, но с таким предбанником, с таким аппендицитом, где можно поставить стол и что-то сделать, да, и как бы, ну, чуть-чуть больше пространства, ура! И, естественно, нам там еще и обрезали балкон, так что я теперь не могу даже на балкончике сесть и начать записывать видосики. Нет, ну я, конечно, сесть могу, вот с камеры надо подумать. Ну и, понятное дело, я все это сама лично делала, потому что если заказывать даже на эту, как бы, комнату уборку, это будет где-то в районе от 200 баксов. И ты такой: нет, спасибо, я как-нибудь сам это все уберу. Спасибо, дорогие, да-да-да. Мы умеем убирать, ручки у нас чай не хрустальные, да, и как бы массажи не просят делюксового. Ну и понятное дело, что я это убирала несколько дней кряду, прежде чем мы начали переезд. Когда нам, как бы, друзья подкинули, соответственно, коробки, которые даже не помыли. И если бы не мое, как говорится, умное решение засунуть все в мусорные пакеты, у нас было бы все грязно, и это бы просто не неделю стиралось, а, скорее всего, месяц. То есть переезд мы произвели буквально за 2 дня, причем в выходные, и вся основная мебель уже была перетащена друзьями. Вот, после чего, естественно, я там максимально в этот же день, заметьте, начала все это дело расставлять, разгружать и так далее, чтобы это, ну, как бы, ну, не лежало мертвым грузом, и осталось буквально что-то такое, что можно было бы потом просто аккуратненько так сложить, и все будет замечательно. Надо же все, чтобы было по Кон-Мари. И в процессе всего этого, мало того, что мы выкинули дофига всего, и я уже рассказывала о том, что да, под шумок улетело достаточно много вещей, благодаря чему, естественно, начались какие-то изменения, ребята. И они пугающие на самом деле. Если ты ни морально, ни физически к этому не готов, это было что-то. Ну, может быть, это и кодировка, потому что я сама себе сказала так: с этим переездом у нас все начинается с чистого листа, у нас все будет заново, по-новому, супер-дупер, вообще круто. И как бы, видимо, так оно и пошло, потому что я все вычистила, я помыла всю эту квартиру 3 способами. В общем-то, 2 это из нормальные помывки, а еще один способ это, ну, окуривание, освещение, мантры-шмантры, трацацы. У нас же тут магия вне Хогвартса, товарищи. И как бы вроде бы такой легкий вариант того, что нет вот этого удручения, от того, что света там мало, и комната сама по себе какая-то темная, и вроде как-то такую определенную атмосферку у меня получилось создать. Понятное дело, что надо вот сейчас со всем вот этим разобраться, чтобы и вот это вот на меня не давило, и в процессе даже вот этих разборов было выкинуто очень много вещей. И стаканы, и какая-то чисто утварь, какие-то вещи. И вот это все как-то зашевелилось. Я все как-то это дело разгребла, и потом еще 2 недели у меня была стирка, уборка, и это еще главное без разграничения, то есть без организации, без всего. То есть ты просто раскладываешь вещи примерно на те места, где они должны быть. И в процессе этого всего ты начинаешь замечать пипицы. Чтоб я и без пипицов, товарищ, я ведь в космический, офигенно космический. С переездом и с тем, что я начала разбираться в этой квартире, в процессе начали происходить просто какие-то магические вещи, и у нас начало
все ломаться. Ну, не все, конечно, я утрирую, но все равно начнем просто даже в процессе уборки самого туалета-ванна душа обнаружила, что сам по себе шланг сломан. И он извергает воду. Ну, пусть, конечно, не совсем Ниагарский водопад, а такой плевок в душу Ниагары, но он все равно достаточно сильный поток воды исходит просто из ручки. И это говорит о том, что сам шланг, в общем-то, сломан. И мы, естественно, об этом сообщаем достопочтенному Гуанли Самушилю, который должны следить за тем, что там происходит, потому что квартира-то не совсем твоя, и как бы не ты должен с этим заниматься-то. И там, если вдруг что-то с лампочками случится, со всеми другими непонятно предметами, типа там, я не знаю, кондиционер, газовая плита, стирал, холодильник. Ну, короче, все, что сломается, мы должны обращаться к ним, они присылают человечки, но тот чинит. Но, знаете, когда ты в процессе целой недели находишь не одну, не две проблемы, а несколько, и они продолжаются, и это не у тебя тараканы жужжат, как ме-ме-ме, вот сейчас за моей спиной, это реальная проблема. И ты не знаешь, что с этим делать, понимаете? Это получается, что вначале вскрылся туалет, то, во-первых, там плохо смывается бачок, то есть там надо что-то с этим механизмом сделать, благо муж, соответственно, уже знает, что с этим делать, ура, апгрейд, товарищи, потом все, что в Корее, ну, не каждый мужик знает, что делать в доме с определенной утварью. Им проще вызвать мужика, чтобы тот сделал. Ну, тут типа как бы, чтобы у всех работа была, понимаете? Вот, соответственно, шланг, который мы и так и сяк это крутили, в общем, в итоге сами там закрутили магическую ленту, и вроде он не так сильно прыскать стал. И, соответственно, получается, что из туалета мы переходим, конечно же, к лампочкам в холле, которые моментально сгорели буквально за неделю. Товарищи, это просто магия какая-то. Как это вообще могло произойти, при том всем, что нам убедительно так прям говорили о том, что это новые лампочки, так что у вас типа все будет классно, все хорошо, мы тут все заменили. У входа, который реагирует на вход, собственно говоря, начала барахлить, и у меня чуть ли там, ну, как бы, я и так уже седовласый, конечно же, эльф, но, простите, у меня скоро, наверное, действительно посидела бы вся голова, если бы не вот этот момент, что она начала мелькать и так далее. Но помните, я рассказывала в одной истории Happen, что у меня были какие-то приколы на входе, и, возможно, там духи сидели, копошились в мусорке и так далее. И тут происходит та же самая фигня, но я-то понимаю, что я все очистила, как бы там, всеми возможными работающими на данной территории способами. И получается, что нет, на самом деле ты просто лампочку закоротила, и она просто... То есть мне надо сейчас купить лампочку, одну, вторую, третью, потому что они говорят, вы купите лампочки, а мы им вкрутим их. И ты стоишь и думаешь, я сама вкрутить могу. Это ваша задача, купить и вкрутить. Мы за это вроде как платим по $150 в месяц вам, чтобы вы за этим всем следили, еще при этом убирались. Не. Продолжение банкета, естественно, происходит на кухне. Ну что же, на кухне у нас продолжается другая катавасия, от которой даже я была на самом деле в шоке, потому что, ну, как бы непонятно. Ты заранее затопил, в общем-то, все возможные санузлы, а-ля пробивайка, хлор какой-то там, да, чтобы ничего там не ожило случайно, когда мы приедем. И это происходило целых 3 дня. То есть я заливала определенную смесь в трубы везде. То есть это в раковину, это в слив полу, это, соответственно, в тубзиколете и, соответственно, в самой раковине на кухне. То есть, ну, ничего там ожить случайным образом не могло. И, понятное дело, когда ты моешь с хлоркой, так, что у тебя глаза вообще уже, как у героев из индийских фильмов, красные просто, налитые кровью, ну не может там ничего больше жить. Ну, логически предположить не должно. Но, как только как бы происходит переезд, в общем, ты вроде все раскидал, все выглядит замечательно, что ты там пораскидала уже в плане по всему антуражу уменьшенной кухни, потому что там столешниц нет, то есть у нас нет стола, на котором мы теперь могли бы кушать, людей зазывать, чтобы они там стояли, типа, вау, бартендер, давай сюда. Нет. И я, естественно, все вроде как бы расставляю, более-менее какие-то вещи туда ставлю, таблетосики, там, чаесики, тра-та-та. И я иду к раковине, чтобы положить туда определенную посуду, и оттуда просто рой поднимается. И у меня был просто шок. Как? Ты же затопил все просто. Вот, но оно как-то вот решило там вдруг ожить, видимо, ходячие мертвецы в виде мошкары. И, естественно, это был для меня какой-то просто баберный шок, товарищи. Ну ничего, мы залили это все, ловца поставили, соответственно, вроде как половину выловили. Все было замечательно. Ну, конечно, претензии прилетели ко мне, как к хозяйке дома. Вот это ты, значит, тут плохо убралась, как ты могла, негодяйка. А ты говоришь, чувак, я тут вообще-то все отхлорила, все отдезинфицировала до такой степени, что облизать, блин, можно. А оно вот как оно оттуда? Непонятненько. И как бы ладно бы это, у нас ожил, точнее нет, начал умирать холодильник. И это при том, что матушка принесла нам свежего кимча. Вы представляете, это неделю почти мы ждали, пока нам его починить, пока тот с перебойной активностью работал. У нас 2 дня по факту не работала
обыкновенная часть, то есть морозилка работала, а вентилятор не подавал, соответственно, воздух в основную часть. И понятное дело, что произошло. Химчистки след. Думаете, нам восстановили это дело? Нет. И ты понимаешь, что, по ходу дела, квартира живая, и тебе как бы намекает, что как бы скупой платит дважды, чувак. И я это неоднократно говорила своему мужу, что скупой платит дважды, что надо было все-таки перебиваться в ту квартиру, либо подождать, либо поскандалить. Но как бы мы решили сойти с ответ, что надо тут перетерпеть хоть как-нибудь, поэтому давай терпеть. 2 недели мы спать не могли, раздавались просто дикие звуки, типа вот такие. И нет, это не стройка. В 2 часа ночи стройка, я вас умоляю. Нет, это у нас так разговаривал с нами замечательный холодильник. И ты уже думаешь о том, что он живой, и в него поселился демон, и нужен экзорцизм как минимум. А я уж молчу о том, что на самом деле мы находились и находимся в той линии, где, по идее, а мы на 25-й перебрались, следующий этаж, получается, 26-й, 27-й, и вентиляторы, которые типа как раз вот вентилируют все вот в это вот, да, вытяжки всякие, да, и все такое. То есть оно там вот прям как раз над нами. И вот этот вот гул, мало того, что от машин, плюс гул сверху идет, и у нас идет вибрация, которая просто пульсирует в ушах. Нет, это не потому, что что-то там с проводкой не то. Нет, это реально определенная вибрация, которая идет не только от звуков машины, но еще и сверху. Мы уже тут пересрали, товарищи, мы уже готовы были вызвать экзорциста, ведьму, чтобы нам тут как в Наруто обклеили все, вообще все и вся. И как бы это было просто реально странно, потому что просто с порога и до самой просто с балконной части у нас проблема на проблеме. То там дверь не открывается, то там, соответственно, лампочки пропадают, ничего не работает, то какие-то лампочки сами по себе мигают, и ты понимаешь, что либо здесь, короче, просто кладище призраков, которые нам так аккуратно намекают на то, чтобы мы отсюда свалили, да, либо просто, когда люди нам это впаривали, они нам, решили не сообщать о том, что здесь столько проблем. Вот, ну, как бы понятное дело, что, слава богу, что определенные вещи мы решили без вмешательства денежного характера, то есть это за счет, соответственно, хозяина дома. Но это не все, конечно, то есть он нам починил холодильник, он нам починил только одну, заметьте, лампочку, которую и я могла спокойно поменять. Чувак, прям круто. И как бы ты понимаешь, что что-то здесь не так, народ. Это просто было что-то с чем-то. Но на этом все не закончилось. Когда пришли друзья, мы им рассказали, что здесь вот такая вот катавасия происходит, и то, что по ночам здесь странные звуки. И хрен бы с ним, что ты слышишь, как соседи сверху почему-то именно в 2 часа ночи начинают активничать. Я не знаю, почему у них в 2 часа ночи решает просыпаться активность, они там то музычку, то фильмы начинают смотреть, и это тебе классно слышно, как будто это вот буквально вот здесь вот сейчас муж смотрит фильм какой-то, и ты сидишь и не понимаешь, ну, либо это стенки тонкие, либо что. Так ты еще потом понимаешь, что, оказывается, этот замечательный куриный запах был не только потому, что здесь чувак сидел, курил, так еще потому, что та самая лестничная клетка, на которой все курят, она буквально за даже не каменной стеной. И этот запах просто просачивается сквозь вот эти вот некаменные наслоения к тебе в квартиру, и не дай боже, ты иногда открываешь дверь, окна, чтобы типа проветрить, и это все просто всасывается к тебе. И они такие, когда услышали всю эту историю, первое, что сказал мне друг, типа, вам надо как в Наруте обклеить все, значит, умамори, и, короче, тут всякие печати наставить, чтобы вам тут уже все нормально было, и вот давай, короче, прикалываться по Наруту, собирать вот эти все. И, короче, мы сидим ржем уже над этим, потому что, ну, как бы за 2 недели мы более или менее отошли, да, там что-то починилось, что-то перестало так жужжать и так далее. Мы понимаем, что, как бы, нам деваться некуда в течение года. И то, что, скорее всего, будут продолжаться приколы, это факт. Думаете, они закончились? Нет, дорогие мои, даже на данный момент, спустя месяц, у нас продолжаются приколы. Если не с самой квартирой, то с какими-то предметами в этой квартире. Поэтому, естественно, мы решили так, окей, мы здесь год потерпим, накопим деньги, и в данный момент я могу сказать, что примерная сумма копится. Даже при условии того, что мы за месяц реально очень сильно потратились на то, чтобы восстановить эту гребаную квартиру. С одной стороны, надо же как-то обставить эту квартиру, что-то купить в нее, как бы вот, кровать вот купили, да, то есть эту кровать, по идее, мы с собой увезем. Ну что же, с одной стороны, переезд сыграл огромную роль в изменениях, и они наступили, они даже местами очень даже страшненькие, о чем, конечно, отдельно, но и при этом всем у тебя еще и явно дух поселился в доме, но ты пытаешься сдерживать все это великими мантрами, шмантрами, магией вне Хогвартса, и, конечно же, тем, что ты правильно дал себе установку, поэтому в твою жизнь вошел тот же самый BGS, соответственно, у меня будет поездка на Комик-кон, на котором, конечно же, я расскажу, покажу, это все будет, и только главное, дождитесь, пожалуйста. Вот, но я могу точно сказать, что в данный момент
момент на данной квартире мы покупаем только самое необходимое, потому что кто знает, куда мы переедем, какая там будет квартира, какие там будут габариты, поэтому не нужно покупать какие-то вещи, которые ты, во-первых, с собой унести не можешь, да и тем более перепродать не можешь, потому что перепродавать здесь, ну, как бы сложновато, я вам скажу, поэтому максимально, что было куплено, это новая попсот, которая также сломалась. Называется «Я хотела новую попсот», то бишь рисоварку, которая была бы мультиваркой, которая могла бы делать еще и хлебушек. Ну, в общем, захотела, получила, сломалась попсотина, нам пришлось ее выкинуть и купить новую. Я вот сейчас очень сильно пытаюсь настроить мысли на микроволновку, чтобы купить овен, то бишь печку, но что-то она не ломается. Вот, поэтому я не распаляюсь ни на то, чтобы организовать вещи, я их только аккуратно складываю. Ну, знаете, так аккуратно положить из одного места в другое, так, чтобы оно не валялось вот так вот, да, а валялось как-нибудь вот так вот. И вот именно таким макаром я начинаю думать, а оказывается, в принципе, это не только KonMari тебе дает такой ключ, что ты должен иметь только нужные вещи, которые тебя радуют, да, это что у тебя должен быть там определенный минимальный набор вещей, которые тебе нужны там на определенные сезоны, но в это входит даже кайдзен, который учит тебя правильно как бы свои финансы распределять в какой-то степени, да, в плане своего бизнеса, плюс еще как распределять свою работу так, чтобы и раскачать свою лень, и там, соответственно, подетально. Но о кайдзене и кейбо я расскажу как-нибудь потом, потому что, оказывается, даже, я тут недавно про кейбо начала тоже изучать, а оказывается, в моем джибунтечу даже кейбо есть. Так что вот так произошел переезд, вот так происходит замена ненужных тебе вещей, которые ты явно не хочешь выкидывать, то есть оно просто ломается, ты не можешь их починить. Так что лучше распрощаться с рабочим материалом, кому-то отдать, кому будет нужнее, да, нежели он полностью сломается, и ты уже ничего с этим сделать не сможешь, но ты потратишь дофига денег, чтобы это починить. Нет, это неправильно, господа мои хорошие, я это поняла за этот переезд. Так что вот так произошел переезд, надеюсь, что вам понравилось, и поставите пальчики вверх. Я уже вся просто как Ниагарский водопад обтекаю везде, где только можно, потому что, товарищи, 35 градусов – это ложь. Сейчас, наверное, все 40. Так что до новых встреч на моем мультикультурном канале. Не пыхтите, не орите, не кричите. Лучше помогайте мне с английскими субтитрами и, конечно же, с английскими комментариями в корейских или другого языка видео. До новых встреч и пока-пока. Потею. Знаете, два варианта. Либо волосы будут мочалкой, либо волосы будут соплями.